Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. Представьте ситуацию, к вам приходит клиент, у которого вся кутикула в ранениях, в заусенцах. Что в этом случае делать? Как выполнить бережную обработку, чтобы не поранить? В этом видео. Поехали! Вот с такими ручками ко мне пришла модель, и издалека кажется, что это вроде нормальные ногти, но давайте посмотрим поближе на кожу. Кутикула, как будто взрыв на макаронной фабрике, вся сухая, кусочками, видим оторванные заусенцы, а вверху над кутикулой красная область, что говорит о близко располагающихся капиллярах. Модель сказала, что сама себе в домашних условиях выполняла маникюр при помощи кусачек, что-то откусывала, поэтому срез получался неравномерным и такой результат. А на большом уже зажившая рана от оторванного заусенца. И вообще кожа сухая и склонна к появлению таких заусенцев. Видим, что у модели широкая белая лунула, а также ростковая зона мягкая. Все это говорит нам о том, что у нее нет суперглубокого подкутикульного кармана, и работать нужно крайне осторожно. Вот так у нас получилось преобразить эти руки. Мы выполнили чистый маникюр, поэтому давайте скорее с вами разберемся, как же мне удалось достичь такого результата. Поделюсь с вами техникой чистого аппаратного. Ну а пока мы убираем свободный край, у нас тут будет наращивание ногтей, которые вы увидите в следующем ролике. Поэтому не забывайте подписываться на канал и следить за обновлениями, у меня всегда много полезного и интересного для мастеров. Следующим этапом раскрываем подкутикульный карман для того, чтобы тщательно выполнить обработку. Делаю это при помощи апельсиновой палочки, такими раскрывающими движениями. И затем шлифую натуральную ногтевую пластину, а также этот стелющийся, практически невидимый птеригий с ногтевой пластины при помощи бафа, его жесткой стороны. И благодаря таким манипуляциям уже часть птеригия уходит, и мне меньше придется работать фрезой. Очень классный лайфхак, применяйте его, если у ваших клиентов такая же стелющаяся кутикула, а точнее птеригий, кожица. Уже ноготок преобразился и стал более равномерным. Теперь буду использовать специальную присыпку для того, чтобы подсушить кожу, потому что кожа комбинированная, и несмотря на свою сухость, есть влажные участки, ручки сами по себе влажные. Да, такое тоже бывает, когда кутикула комбинированная. Поскольку кутикула чувствительная, я использую алмазную насадку «Пламя» с красной насечкой. Она вытянутая и очень хорошо будет раскрывать подкутикульный карман. Бережно прохожусь сначала в одну сторону, в левую, затем переключаю направление вращения и обрабатываю правую сторону. Практически не давлю на ногтевую пластину, а работаю с кожей, зашлифовывая птеригий. Особое внимание уделяем боковым пазухам, ведь они наиболее трудны в обработке в домашних условиях. То есть, например, при классическом маникюре не всегда все туда залазят, поэтому остается кожа, которую необходимо убрать. Для этого хорошо оттягиваю валик и буквально кончиком фрезы захожу туда, прорабатываю в обе стороны, чтобы ничего не осталось. Но тут важно без фанатизма, не перестараться. После этого этапа все равно остаются какие-то шелушинки под кутикулой, которые трудно убрать. Даже если мы сейчас зашлифуем кутикулу сверху, то вы увидите, что внутри эта кожица останется. Поэтому я предлагаю взять другую насадку, вот такую бутон, либо почка ее называют, с более крупным диаметром 2,5 мм. Это красный абразив насадки, и им уже вышлифовываем внутреннюю стенку. У нас больше раскрывается подкутикульный карман. Также этой насадкой мы можем шлифовать мелкие заусенцы. Да, цветовая насечка немного потемнела после сухожара, но на самом деле это красный абразив, и он хорошо помогает вышлифовать вот эту внутреннюю часть кутикулы. Особенность работы данной насадкой такая, что я не кладу ее на пузико, а работаю только исключительно носиком. Почему я не сразу ее использовала для приподнятия кутикулы? Так как не хватило бы ее длины для того, чтобы эффективно прочистить под кутикулой. Поэтому глубину мы расчистили пламенем, а получается стенку вышлифовываем при помощи вот этой почечки. Очень удобная насадка как раз для высокого валика, как в данном случае у моей модели. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании.
И, конечно, подписывайся на канал. Важно, что на каждом из этапов я хорошо стараюсь большим пальцем левой руки оттягивать кожу, чтобы видеть, с чем работать. То есть не просто по ногтю водить, а именно убирать. И теперь оставшуюся кутикулу мы можем убрать этой же насадкой почка, либо уже взять шар. Я беру шар с синей насечкой. Он быстрее шлифует кутикулу. Иду без давления на совсем небольшой скорости, до 10 тысяч оборотов. Если на такую кожу надавить, поверьте, она порвется тут же, как тонкий лист бумаги. Поэтому работаем аккуратно, не перетирая на одном месте. Кстати говоря, особенность такой кутикулы, что после обработки она может быть красной, но когда клиент от вас уйдет, то кожа успокоится и уже цвет станет хорошим. Но, конечно, красный не от того, что вы там перепилили как-то чересчур и поранили клиента. Нет, а вот бывает именно такая особенность кожи, нужно это учитывать. И после такой аппаратной обработки посмотрим на результат. Уже чисто. И теперь предлагаю посмотреть обработку на большом пальце, потому что большой, я бы сказала, один из самых трудных ногтей в обработке. Почему? Во-первых, большая площадь. Во-вторых, обратите внимание, какая широкая лунула. А это говорит, что ростковая часть близко. Это говорит о том, что эта зона также очень мягкая, и при давлении могут образовываться кратеры, неровности. Можно даже пропилить ногтевую пластину достаточно сильно до ногтевого ложа, если надавить. Поэтому работаем без какого-либо давления. Я буквально не давлю насадкой на ногтевую пластину, а как бы отталкиваю ей еще сильнее кутикулу, прижимая насадку к коже. Что касается боковых пазух, то тут необходимо вовремя уметь остановиться. Многие мастера перетирают эти места, ногти истончаются по боковым стенкам, а затем они скручиваются, трескаются и ломаются по точкам роста. Поэтому необходимо знать меру, где оставшиеся птериги, где оставшаяся кожа, а где пыль, которую мы можем просто потом убрать салфеткой и получить чистый результат. Поэтому не перепиливаем лишний раз боковые пазухи во избежание таких неприятных последствий, в том числе и бокового анихолизиса. Такой результат у нас без обезжиривания. И давайте теперь все уберем при помощи салфетки влажной. И наматываю ее вот так на апельсиновую палочку и тщательно убираю пыль под кутикулой. И в боковых пазухах, конечно. Посмотрите, какой красивый результат. Как хорошо, что вот эта ранка на указательном, она уже зажила у моей модели, поэтому я смело и использовала талик, и проходилась салфеточкой, то есть не боялась, что это открытая рана и могут быть какие-то, опять же, негативные последствия. И у нас получается красивый, безопасный, чистый результат после аппаратного маникюра. Кстати, насадками, которые я использовала в данном видео, поделюсь в нашем телеграм-канале Школы Сакрамел. Там у нас море полезной информации. Переходите и подписывайтесь, а также поставьте лайк, если вам понравился такой мастер-класс и такой чистый, красивый аппаратный маникюр. Мы с моделью просто в восторге. Давайте подведем итог. Если мастер уверенно владеет техникой, делает все грамотно и правильно, то в таком случае вы без труда выполните безопасный маникюр. Но я желаю всем успехов в работе, счастливо и пока-пока!